Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, меня зовут Лисицына Анна, я преподаватель польского языка, наша школа называется Lingua Art, и это наш третий урок из цикла «Наш польский дома». Поехали! Но прежде чем основательно и бесповоротно погрузиться в азы польской фонетики, я, дорогие мои друзья, хочу ответить на тот вопрос, который я ставила в конце предыдущего видео. Так, что это был за вопрос? Напомню. Кто и когда основал Ягеллонский университет в Кракове? Друзья мои, вы, конечно, большие молодцы. Ваши комментарии в предыдущем видео я у себя видела. Умнички. Ну что мне остается сделать только добавить вам пару интересных фактов. Итак, дорогие мои, смотрите, 12 мая 1364 года выдающийся польский король Казимирz III Wielki подписывает указ об основании Studium Generale, нашего будущего Ягеллонского университета. Но не все так безоблачно поначалу складывается для Studium Generale, потому что из 3 заявленных факультетов открыто только 2. Это медицинский и изящных искусств или свободных искусств, а вот 3-й юридический открыт не был. А потом и вовсе в 1370 году умирает Казимирz Wielki, и университет фактически прекращает свое существование. Но от полного забвения университет спасает королева Едвига, умная, потрясающая, начитанная и просто красивая женщина. Она впоследствии стала святой покровительницей Польши, святой Едвигой. Что она делает? В своем завещании она оставляет все свои драгоценности и ценные вещи на развитие университета в Кракове. А вот ее муж после смерти своей супруги, мужа, кстати, зовут Владислав II Jagiełło, король Польши Владислав II Jagiełło, начинает это завещание своей супруги претворять в жизнь. Он отдает все ее драгоценности на развитие университета, и университет буквально расцветает так, что слава о нем распространяется далеко за пределами польского государства. И в университет начинают съезжаться студенты, внимание, со всей Европы и в том числе с нашей матушки Руси. Ну и, естественно, поляки не могли не отблагодарить за такое действие короля польского Владислава II Jagiełło, поэтому и назвали университет Ягеллонским в честь короля, ну, скажем так, восстановителя. Вот так-то, дорогие мои. А что же сейчас у нас с вами с Ягеллонским университетом? Ну, сейчас это крупное учебное заведение, которое обучает около 48 тысяч студентов, аспирантов, имеет огромный преподавательский состав и вообще цветет и пахнет, сотрудничает со многими международными организациями и другими международными вузами. В общем, я со своей стороны желаю искреннее процветания своему любимому Ягеллонскому университету, чтобы все было хорошо. Студенты, дорогие, учитесь, преподаватели, преподавайте. Ну, собственно говоря, вот и все, что хотела вам сказать про Ягеллонский университет. Ну, теперь на такой научной ноте, вдохновившись таким потрясающим примером, мы с вами переходим к науке польского. Поехали! И в этом видео речь пойдет про коварную букву И, фам-фаталь польского языка. Я вас уже предупреждала о ней в своем первом видео. Кто, кстати, не смотрел, обязательно посмотрите. Итак, что такое творит эта красотка, что она буквально коварная буква польского языка. И сегодня будет первая часть только о коварстве этой буквы. Итак, дорогие мои друзья, эта буква любит прийти, все смягчить, а сама уйти. Ну, не буду я тут бла-бла-бла, просто вам сразу на конкретных примерах. Итак, поехали. Смотрите, если у меня есть все гласные, это А, О, У и О краскованные. Носовые мы пока брать не будем, о них будет отдельное видео и отдельный урок. Смотрите, например, если я возьму буковку П и поставлю к ней А, то такой слог я прочитаю как па. Ну и, например, пада. Кстати, пада – это о дожде. У нас дождь или снег или град идет, в Польше все это дело падает. Итак, смотрите, снег пада, дождь
пада. Град пада. Вообще, мне кажется, что это больше логично. Ну, потому что, реально же они падают. Градинки, снежинки и дождинки падают. В общем, например, град пада. Но другое дело, смотрите, если я между П и А вставлю букву И у меня получается уже пя, пя. Вот как наш русский, мягкий пя. Итак, смотрите, па, но пя. И, например, пя, пясек. Там пада, тут пясек. Берем дальше, берем буковку И если, например, я поставлю к ней буковку Н, то получу не. И, например, неаполитанка. Но, все внимание, Н и это уже наш мягкий не. Например, небо. Небо. Итак, не, но не. Неаполитанка, небо. Дальше буковка О. И если я к буковке О поставлю, например, Б и О, то такой слог я прочту как бо. Ну, например, бокс. Смотрите внимательно. Б и О – бё. Бё. Например, бедро. Итак, бо, но бё. Бокс, но бедро. Далее. У. Если к буковке У я приставлю ву, то у меня получится ву. Вуек, например, дядя. Но, смотрите, ставлю между В и У и получаю вю. И, например, в Вроцлавию, в этом великолепном городе во Вроцлаве. В Вроцлавию. Итак, там ву, но здесь вю. Ву и вю. Дальше. Окресковане. Например, если к М прибавлю окресковане, получу му. Помните, что она читается как у. Окресковане читаем как у. Поэтому му. И, например, глагол мувич – говорить. Но, смотрите, другое дело, если М и окресковане, получаю мю. И, например, это сладкий мюд. Мюд. Итак, му, но мю. Мувич, но мюд. Вот такие вот дела творятся с буквой И. Да, вернее, не дела, а она творит такие дела. Друзья мои, я только вас очень прошу, пожалуйста, не читайте вот эту И вот в таких случаях. То есть не надо, например, там говорить «в Вроцлавию» или «миут». Нет, она не читается. В этом заключается ее коварство. Она все смягчает, но сама убегает. Не читается эта красавица. Но, надеюсь, тут вы все поняли, потому что вы у меня вообще большие молодцы. Ну, а мы идем дальше с вами. И еще одна красотка польского языка, тоже довольно-таки загадочная буква, это буква Йод. Смотрите, что с буквой Йод? Буква Йод у нас вообще это наш краткий Й. Поэтому смело ее читаем как Е. Но читаем мы ее так или на конце слова, например, край. Страна, или сейм. Сейм перед рукой согласный. Другое дело, если эта красотка встает вместе с гласными. Смотрите, что происходит. Она их йотирует. Итак, опять никакого бла-бла-бла. Одни примеры. Поехали. Итак, смотрите, вот опять наши гласные А, О, У и О краскованы. Подбавляю к ним йод. И смотрите, что получается. А превращается в Я, О в Ё, в Е, У в Ю и О красковане тоже в Ю. И пример, смотрите, Я, ябко. Кстати, в слове ябко эу не читается, просто читаем как ябко, ябко. Ё, йогурт, Е, ем, Ю, Юлия, имя девочки, и Ю, Юзеф – это мужское имя. Вот так-то. Ну, мне кажется, что с йод вообще все попроще. Друзья мои, пока с фонетикой в этом видео все. Ну, а я предлагаю вам закрепить полученный результат. Итак, дорогие мои друзья, я вам сейчас буду предлагать слова, вы их самостоятельно читаете, а потом я вам выдаю правильный ответ. Ну что, готовы? Поехали. Итак, например, вот первое слово, оно перед вами.
Совершенно верно, это как раз-таки наша королева, которая спасла университет, Ядвига. Далее. Это слово означает город, а читаем мы его как мя, място, мя, наш мягкий мя. Далее. Температура. Температура, ну, обычная температура. Видите, буковка «э» читается очень твердо. А. Все читаем очень четко. Далее. Это пес. Обратите внимание, вот она пришла. Буква И и Пе. Пес. Пес. Это, кстати, песик, собака. Далее. Это у нас с вами место какое-то, а читаем как мейсце. И для вас тут, смотрите, на самом деле сложная штука. Почему? Во-первых, потому что М и Э мы читаем уже как ме, потом еще и добавляем йод, мей, а потом еще и С, мейсце. Ну, думаю, что справились. Далее. В грудню. Это у нас с вами в декабре. Обратите внимание, первая буква У тут читается очень четко. У, как У. А дальше Н и У. Ню. В грудню. Так, далее. Это белка. А белку мы с вами прочитаем как веюрка. И смотрите, тут у нас сразу два звука мягких. Ве и вю. Ве и вю. Веюрка. Белка. Далее. Ютро. Это завтра. Далее. Ест. Это вообще глагол быть. Ну, мы с ним будем отдельно знакомиться. А ест это он есть. У нас он не употребляется, а в польском он остался. Далее. Моя. Это моя. Далее. Знайома. Вот так мы и прочтем. Это моя знакомая. Кстати говоря, вот вам и предложение на сегодня. Это моя знакомая, то есть моя знайома. Итак, дорогие мои друзья, я думаю, что мы с вами хорошо поработали, вы хорошо потрудились. Ну, а у меня традиционно, конечно же, вопрос. Итак, какая пословица связана с Казимиром III Великим? Jakie przysłowie wiąże się z Kazimierzem III Wielkim? Как всегда, все ваши комментарии жду под видео. Ну, пока я с вами прощаюсь. Папа, пока-пока.